Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые и простые в исполнении короткие носочки. Данные короткие носочки вы можете связать абсолютно любой длины. То есть в моем случае они у меня связаны короткие. То есть если провязать резинку повыше или высоту паголенка, вот эту часть провязать повыше, то у вас получится носочки абсолютно любой длины. И сейчас в мастер-классе эти свои короткие носочки я буду вязать на размер ноги 36-37. Но сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания, так, чтобы вы могли эти носочки связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги. Сейчас в мастер-классе эти носочки я буду вязать из пряжи носочной Alize Super Wash. И вязать их я буду в 2 нити. Значит, если в одну нить метраж получается на 100 грамм 420 метров, если я буду вязать вот в мастер-классе в 2 нити, метраж получается будет идти на 100 грамм 210 метров. Полный расход пряжи вот на пару коротких носочков я вам сейчас подпишу на экране. И теперь, если мы будем говорить про принцип вязания, мы с вами будем вязать вот такую вот заготовку. Начинаем вязание мы с резинки. После того, как вывяжем резинку нужной высоты, приступаем к вязанию паголенка. То есть здесь, так как носочки мои идут короткие, высота это идет небольшая. После того, как мы свяжем резинку и паголенок, мы приступаем к вязанию основного узора. И вот как раз таки в процессе вязания мыска мы можем и отрегулировать размер этих носочков. Чем длиннее мы провяжем длину мыска, тем на больший размер мы получим носочки. После того, как мы вывяжем длину мыска, мы сразу приступаем к вязанию подъема. После того, как подъем наш будет связан, нам останется связать только подошву, и в конце у нас здесь будет идти один вот небольшой шов. Все остальное у нас свяжется цельным полотном. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки, и вы сейчас с удовольствием их свяжете вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Набирать петли я сейчас буду на 2 спицы. Во-первых, для того, чтобы наборный край был эластичный и чтобы нам было проще провязывать первый ряд. Свои носочки я буду вязать спицами диаметром 3,25. И дополнительно возьму чулочную спицу, самую тонкую, в моем случае это 2,5 миллиметра. 2 спицы я складываю между собой. И на спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас набираю 47 петель. Это для вязания нашей резинки, и так, чтобы после резинки сразу вписаться в раппорт узора. Раппорт узора у нас будет равен 11 петлям, плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. То есть на спице я набираю 47 петель. Итак, петли я набрала, и теперь мы приступаем к вязанию резинки. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я буду провязывать 1 петлю лицевую, 1 петля изнаночная, лицевая петля, изнаночная. В конце ряда вот по рисунку я провязываю 1 петлю лицевую, кромочную петлю провязываю изнаночной. Вязание разворачиваю на обратную сторону. Эта обратная сторона будет являться лицевой стороной полотна. И теперь, начиная со второго ряда, я буду провязывать все петли по рисунку. То есть кромочную первую петлю я снимаю, изнаночную петлю я провязываю изнаночной, лицевую лицевой. 1 изнаночная петля, 1 петля лицевая. И таким образом эту резинку вы можете провязывать любое необходимое вам количество рядов.
у меня резинка будет вязаться цветная. И если посмотреть светлым цветом, я сейчас вот всего провяжу от наборного края 3 ряда, после чего возьму нить контрастного темного цвета. И контрастным темным цветом эту резинку я провяжу еще 2 ряда, после чего сбоку подниму нить светлого цвета и светлым цветом провяжу вот участок резинки, равный 4 провязанным рядам, после чего сбоку подниму снова нить темного цвета и темным цветом провяжу 2 ряда, после чего нить темного цвета здесь мы можем уже обрезать. Сбоку я подниму нить светлого цвета и светлым цветом я провяжу только 1 ряд, вот получается с лицевой стороны. То есть всего вот здесь высота резинки равна 12 провязанных рядов. Сейчас я самостоятельно вывяжу этих 12 рядов. Далее подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах. И вместе с вами мы приступим к вязанию вот этого паглинка вот таким интересным и красивым узором. Итак, я провязала резинку 12 рядов. И в высоту провязанный участок равен, ну вот где-то примерно 5 сантиметров. Если вы делаете распределение цветов точно так же, как и я, то нить темного цвета здесь можно уже обрезать. Она нам пока не нужна. И закончили вязание мы сейчас, провязав ряд резинки с лицевой стороны светлым цветом. То есть сейчас, смотрите, вязание я разворачиваю на изнаночную сторону. И теперь, перед тем, как приступать к вязанию паглинка, вывязывая этот узор с изнаночной стороны, я провяжу нулевой подготовительный ряд. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее в нулевом изнаночном ряду я все петли до конца ряда провяжу изнаночными. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. Вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону. И вот теперь с лицевой стороны я сразу буду приступать к вязанию первого лицевого ряда. При необходимости эту резинку вы можете провязать и повыше. То есть вяжем любое необходимое вам количество рядов. И сейчас приступаем к вязанию первого ряда основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. И сразу скажу, раппорт узора, как я говорила в начале, у нас равен 11 петлям, плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. И вот после первой переснятой кромочной петельки мы провязываем раппорт узора. 1 петля изнаночная, накид, 1 петля лицевая. Далее следующих 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном в левую сторону. Поэтому правая стенка двух этих петель у нас сейчас должна располагаться за работой. После чего за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. Далее я провязываю 4 петли изнаночных, 3, 4. И следующих 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном в правую сторону. Правая стенка петель у меня расположена за работой, поэтому этих 2 петли я сейчас разверну. После чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. Далее провязываю 1 петлю лицевую, делаю накид. И это я провязала 1 раппорт узора в ширину. Далее раппорт этого узора я буду повторять еще раз. То есть вот накид пальчиком я придерживаю, после чего провязываю 1 петлю изнаночную, делаю накид, 1 петля лицевая, 2 петли за заднюю правую стенку провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. 4 петли изнаночных, 2 петли я разворачиваю, после чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. 1 петля лицевая, накид
И это я уже провязала второй раппорт узора в ширину. Таким образом мы самостоятельно довязываем до конца первый лицевой ряд, вывязывая узор. В конце ряда я довязала последний раппорт узора, то есть вот я делаю накид, и у меня провязано здесь 4 раппорта узора. Перед кромочной петлей остается одна петля симметрии. Эту петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Это я провязала первый лицевой ряд. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону. И теперь мы запоминаем, что во всех изнаночных рядах мы будем провязывать все петли по рисунку. Накиды провязываем изнаночной петлей, то есть кромочную петлю я снимаю, и дальше петли как идут, так я их и провязываю. Одна петля лицевая, накид, вот за переднюю длинную стенку я провязываю изнаночной петлей. Далее изнаночная, изнаночная петля, лицевую петлю провязываю лицевой. Изнаночная, изнаночная, накид, вот он у нас идет, я провязываю изнаночной петлей, лицевая, изнаночная и так далее. То есть петли как идут, так я их и провязываю во втором изнаночном ряду. Кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону, и с лицевой стороны мы будем приступать к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжем раппорт узора. Одна петля изнаночная, после провязанной изнаночной петли мы провязываем одну петлю лицевую, далее делаем накид, провязываем одну петлю лицевую, и из следующих 2 петли, это лицевая и изнаночная, мы должны провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном в левую сторону. Вот у лицевой петли правая стенка расположена за работой, поэтому здесь сразу за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей, или наклон у меня идет в левую сторону. Далее 2 петли изнаночных, и дальше следующую изнаночную и лицевую петлю мы должны провязать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому я сейчас просто сниму изнаночную петлю для того, чтобы развернуть вот эту вторую лицевую петельку. Петли возвращаю обратно на левую спицу, после чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Далее я должна провязать одну петлю лицевую, сделать накид и провязать еще одну лицевую петлю. И это я провязала один раппорт узора в ширину. Далее раппорт этого узора я буду повторять. Одна петля изнаночная, одна петля лицевая, накид, одна петля лицевая, 2 петли за заднюю правую стенку провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону, 2 петли изнаночных, и следующих 2 петли мы провязываем вместе с наклоном в правую сторону. Изнаночную снимаю петлю, лицевую петлю переворачиваю, петли возвращаю обратно. Далее за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. Одна петля лицевая, накид, одна петля лицевая. И это я провязала уже второй раппорт узора в ширину. Таким образом мы самостоятельно сейчас довязываем до конца третий лицевой ряд. Я довязала последний раппорт узора. В конце ряда петлю симметрии я провязываю изнаночной, кромочную провязываю изнаночной петлей. И приступаем сейчас к вязанию 4-го изнаночного ряда. В 4-м изнаночном ряду мы будем провязывать все петли по рисунку. То есть кромочную петлю я снимаю, далее провязываю вот одну петлю лицевую, далее провязываю петли изнаночными, одна изнаночная петля, накид за длинную переднюю стенку провязываю как вторую изнаночную петлю,
третья, четвертая, изнаночная петля, 2 петли лицевых и опять 1, 2, 3, 4 петли изнаночных, 1 петля лицевая. То есть петли как идут, так я их и провязываю в 4 изнаночном ряду. 5 лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжем раппорт узора. 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, накид, 1 петля лицевая, 2 петли, и я должна провязать вместе лицевой петлей за заднюю стенку петель или наклоном в левую сторону. И сразу следующих 2 петли мы должны провязать вместе, но с наклоном в правую сторону. Поэтому изнаночную петлю снимаю, лицевую петлю разворачиваю, и вот за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. Далее провязываю 1 петлю лицевую, делаю накид, 2 петли лицевых. И это я провязала 1 раппорт узора в ширину. Далее раппорт этого узора я буду повторять. 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону и 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном в правую сторону. 1 петля лицевая, накид, 2 петли лицевых. И я уже провязала 2 раппорт узора в ширину. Так мы самостоятельно сейчас довязываем до конца 5 лицевой ряд. Петлю симметрии в конце ряда я провязала изнаночной петлей, кромочную провязала изнаночной. И сейчас мы приступаем к вязанию 6-го изнаночного ряда. В 6-м изнаночном ряду я сейчас также буду провязывать все петли по рисунку. То есть кромочную петлю я снимаю. Далее лицевые петли провязываю лицевыми, изнаночные петли провязываю изнаночными, накиды провязываем за длинную переднюю стенку изнаночной петлей, так чтобы у нас образовалась дырочка. И вот мы с вами сейчас вместе провязали 6 рядов. 6 провязанных рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. Дальше мы будем продолжать вязать этот узор, повторяя его с 1-го лицевого ряда. То есть давайте начнем просто провязывать первый ряд 2-го раппорта вместе. Далее провяжите 2-й раппорт узора самостоятельно. То есть в моем случае, смотрите, после резинки высота этого паголенка равна 2 провязанным раппортам узора, так как носочки у меня идут короткие. Поэтому, если, к примеру, вы носочки хотите связать повыше, то этих раппортов вы должны провязать больше, то есть 3 или даже 4 раппорта после резинки. Ну а мы сейчас с вами вместе приступаем к вязанию 1-го ряда 2-го раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю 1 петлю изнаночную, делаю накид, 1 петля лицевая. Далее 2 петли мы должны провязать вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону, то есть за заднюю правую стенку 2 петли я провязала вместе лицевой петлей. Далее 4 петли изнаночных, 3, 4 и 2 петли я сейчас разверну, сделав так, чтобы правая стенка петель располагалась перед работой, после чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. 1 петля лицевая, накид. И это у меня провязан 1 раппорт узора в ширину. Дальше раппорт этого узора я повторяю. 1 петля изнаночная, накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону, 4 петли изнаночных, 2 петли с наклоном мы должны провязать вместе вот в правую сторону. Далее 1 петля лицевая, накид,
И таким образом, повторяя как раз-таки раппорт узора, который равен в высоту 6 рядам, я сейчас самостоятельно довяжу второй раппорт узора, после чего вместе с вами мы приступим к вязанию мыска. Итак, высоту паглинка я провязала вот 2 раппорта узора. И измерим провязанный участок в сантиметрах, то есть 2 раппорта узора плюс резинка. Высота равна, ну вот смотрите, 8,5 сантиметров. Как я сказала, носочки у меня идут короткие, поэтому здесь мне этой высоты достаточно. Сейчас я сразу буду приступать к вязанию мыска. И здесь, смотрите, очень такой важный момент, что у нас здесь идут, смотрите, раз, два, 3, 4 раппорта узора. И получается, что если для вязания мыска мы возьмем 2 центральных раппорта, это получается много. Поэтому для вязания мыска я сейчас возьму половину раппорта, получается, второго и половину третьего раппорта. То есть вот если по вот этим лепесточкам, так, вот сюда я выделяю вот эту часть. То есть это получается 11 петель. Плюс получается вот относительно этой нашей центральной части я еще 2 и вот 2 петли возьму по краям. Ну, потому что 11 петель для вязания мыска мне мало. То есть вязать мысок я сейчас буду из центральных 15 петель. И получается на боковые части у меня остается по 16 петелек. Поэтому мы сейчас берем и петли первой боковой части я просто сейчас переснимаю, не провязывая. Получается с левой круговой спицы на правую 16 петель, петли первой боковой части. 16 петель это петли первой боковой части я сейчас пересняла, спицу откладываю и дальше получается центральных 15 петель я пересниму сразу на чулочную спицу того же диаметра, то есть в моем случае диаметр 3,25. 15 петель я пересняла, вторую вот круговую спицу я откладываю. И сейчас мы с вами должны вот здесь обрезать нить от моточка. Если у вас есть второй моток, то можете взять ниточку от второго моточка. Нам нужно связать только вот эту часть мыска. Ну а мы с вами сейчас будем приступать к вязанию мыска. С учетом того, что мы взяли сейчас половину от одного и половину от второго раппорта, то сейчас раппорт нашего узора, там где мы вязали паглинок, на мыске будет отличаться, но при этом узор продолжается вязаться. Поэтому мы с вами сейчас вяжем первый ряд. И здесь кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у меня идет присоединение нити. Дальше, после кромочной всегда у меня будет вязаться одна петля изнаночная. Так, и далее вяжем раппорт узора. 2 петли изнаночных, то есть после кромочной от края провязано этих петель уже 3. Далее сразу следующих 2 петли мы должны с вами провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном в правую сторону. Поэтому 2 лицевых петли я разворачиваю, после чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. 1 петля лицевая, накид, 1 петля изнаночная, накид, 1 петля лицевая и 2 петли за заднюю правую стенку мы провязываем вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. 2 петли изнаночных, это я провязала раппорт узора в ширину. В конце ряда 1 петля изнаночная, это вот у нас идет петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. Вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону, и во втором изнаночном ряду мы будем провязывать все петли по рисунку. То есть петли как идут, так я их и провязываю. Лицевые петли провязываю лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды провязываю изнаночной петлей.
Итак, я довязала до конца второй изнаночный ряд. С лицевой стороны приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю одну петлю изнаночную. Будем считать эту одну петлю в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной петлю из симметрии. Давайте, то есть вот одна петля изнаночная, петля симметрии. Далее вяжем раппорт узора. Одна петля изнаночная. 2 петли я должна провязать вместе лицевой петлей с наклоном в правую сторону, поэтому изнаночную петлю снимаю, лицевую петлю переворачиваю, сделав так, чтобы правая стенка петель располагалась перед работой, после чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или вот наклоном в правую сторону. Далее провязываю одну петлю лицевую, делаю накид. Далее 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, накид, 1 петля лицевая. И 2 петли мы должны провязать вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону. То есть за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. Далее 1 петля изнаночная, и это я провязала 1 раппорт узора, получается в ширину 11 петель. В конце ряда 1 петля изнаночная, это петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. И сейчас получается в 4-м изнаночном ряду кромочную петельку я снимаю и все остальные петли провязываю по рисунку. Лицевые петли провязываю лицевыми, изнаночные петли провязываю изнаночными. И сейчас мы с вами приступаем к вязанию 5-го лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 1 петлю изнаночную, это петля симметрии, и далее вяжем раппорт узора. Следующих 2 петли мы сразу должны провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном в правую сторону. Изнаночную петлю снимаю, лицевую петлю разворачиваю, и после чего 2 петли изнаночная плюс лицевая за переднюю правую стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Далее я провязываю 1 петлю лицевую, делаю накид, 2 петли лицевых, 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, накид, 1 петля лицевая и 2 петли за заднюю правую стенку я провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. В конце ряда 1 петля изнаночная, это идет петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. И мы с вами приступаем к вязанию 6-го изнаночного ряда. Кромочную первую петлю снимаю, далее провязываю 1 петлю лицевую, 1, 2, 3, 4, 5, 5 петель изнаночных, 1 петля лицевая. То есть в изнаночных рядах петли как идут, так мы их и провязываем по рисунку. И получается, мы с вами сейчас вместе провязали 6 рядов. 6 провязанных рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. Далее мы будем продолжать вязать этот узор, повторяя его вот как раз таки с 1-го лицевого ряда. То есть сейчас мы с вами провяжем 1-й ряд уже 2-го раппорта на мыске. Первую кромочную петлю снимаю. Далее я провязываю 1 петлю изнаночную, это идет петля симметрии в начале ряда, и далее вяжем раппорт узора. 2 петли изнаночных, 2 петли я разворачиваю и за переднюю правую стенку провязываю 2 петли вместе лицевой петлей или наклоном в правую сторону. 1 петля лицевая, накид, 1 петля изнаночная, накид, 1 петля лицевая,
За заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. 2 петли изнаночных, это я закончила вязать раппорт узора. В конце ряда 1 петля изнаночная, это петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. Все, таким образом мы дальше продолжаем вязать всю длину мыска. Мои носочки я вяжу в мастер-классе на 36-37 размер, и поэтому в этом случае, смотрите, я провязала длину мыска. Так, смотрите, 2 вот этих раппорта у нас относятся к паголенку, а на мыске у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов узора. Сейчас я вывяжу эту длину, подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, так как если носочки нужны на больший размер ноги, то количество этих раппортов вы должны провязать больше. Но ориентируемся мы, конечно же, на длину мыска в сантиметрах. Итак, вот я провязала часть мыска до убавок, и здесь у меня провязано 5 раппортов узора. Если в сантиметрах длина на данном этапе вот мыска равна, так, вот здесь мы начинали вязать где-то 11 сантиметров. Но, во-первых, мы еще сейчас провяжем вот здесь коричневым темным цветом часть мыска платочной вязкой и сделаем заужение вот этой части. И, во-вторых, вот у нас полотно идет вязаное, эластичное и хорошо тянется. Но и не забываем то, что свои носочки я вяжу на 36-37 размер. Поэтому, как я и говорила, длину вот на данном этапе можете провязать большее количество раппортов. Мне этой длины сейчас достаточно, и делать убавление на мыске я буду, вот провязывая эту часть мыска темным коричневым цветом. То есть вязать узор я больше не буду. И в принципе здесь нить вот этого светлого цвета можно уже обрезать, она нам здесь в этом месте больше не нужна. Далее я беру нить коричневого цвета, кончик нити прикладываю к краю, и теперь оставшуюся часть мыска я буду провязывать платочной вязкой. То есть сейчас первую кромочную петлю я просто снимаю, и сразу следующих 2 петли я провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей в начале ряда, после чего все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда у меня вот остаются последних 3 петли, первую и вторую петлю, в конце ряда я также провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей, кромочную петлю провязываю изнаночной. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все остальные петли до конца ряда с изнаночной стороны я провяжу лицевыми. То есть с изнаночной стороны никаких убавлений я делать не буду. Здесь просто все петли я провязываю лицевыми, кромочную петлю в конце провязываю изнаночной. И приступаем к вязанию следующего лицевого ряда. И в этом следующем лицевом ряду снова в начале и в конце ряда я буду делать убавление петель. То есть кромочную петлю я снимаю, и далее 2 петли после кромочной в начале ряда я провязываю вместе лицевой петлей. Все остальные петли также я провязываю лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. В конце ряда, когда у нас вот остаются последних 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей, кромочную петлю провязываю изнаночной. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону, с изнаночной стороны провяжу просто все петли лицевые. То есть я сейчас самостоятельно провяжу, получается, ряд лицевыми петлями с изнаночной стороны, и далее провяжу ряд с лицевой стороны и сделаю последнее убавление петель в начале и конце ряда, после чего провяжу ряд с изнаночной стороны. То есть сейчас 3 ряда я провяжу самостоятельно, и вот получается во втором лицевом ряду я сделаю последнее убавление петель. Итак, я
провязала всю длину мыска, вот нить светлого и темного цвета я здесь обрезаю. Длина мыска в ровном не растянутом виде равна, ну вот где-то 12,5 сантиметров. Повторюсь, полотно идет эластичное и хорошо тянется. Теперь вот наш мысок я откладываю. Здесь вот смотрите, я на мыске провязала, получается, темным цветом 6 рядов, получила 3 платочных дорожки, и на спицах у меня осталось 9 петель. Так, и теперь я должна вернуться в начало нашего вязания. То есть получается, петли первой вот этой нашей боковой части я обратно возвращаю на левую круговую спицу, пропустив при этом вот наш мысок. И после того, как мы с вами вот сейчас связали мысок, мы сразу будем приступать к вязанию подъема. Начинать вязать подъем я буду вот с темного цвета. Кончик темной нити я просто вот здесь с лицевой стороны прикладываю к краю, и вот первую кромочную петлю здесь я провяжу лицевой, и все остальные петли я провязываю лицевыми. Это петли первой боковой части. У меня этих петель здесь 16. После чего вдоль длины нашего мыска по кромочным петлям края мы будем сейчас с вами поднимать петельки. То есть вот у нас идет наш мысок. Вот идет нить, где мы присоединяли ниточку для вязания мыска. И если мы за эту ниточку потянем, мы увидим вот нашу первую кромочную петлю, относящуюся к мыску. Но для того, чтобы вот здесь в этом промежутке не было больших дырочек, я дополнительно здесь подниму еще одну петельку. Вот пусть будет за вот эту стеночку петли. Я поднимаю первую петлю, и далее по кромочным петлям края я сейчас буду поднимать эти петельки. То есть вот первую петлю я подняла. Так, дальше вот у меня идет следующая кромочная петля, и из нее я поднимаю вторую петельку. Дальше третья, четвертая петля. За 2 стенки кромочной петли поднимаем петельки. 5-я, 6-я петля, 7-я, 8-я петелька, 9-я, 10-я и так далее. Я подняла 16 петель, далее 17, 18, и вот идет 19-я кромочная петля. То есть вот вдоль одной боковой линии мыска я подняла 19 петель. Далее 9 петель, которые вот у меня остались от длины провязанного мыска, я сейчас провяжу лицевыми петлями. Последнюю 9-ю петлю я также провязываю сейчас лицевой. Чулочную спицу я откладываю, и теперь вдоль второй боковой линии нашего мыска я также должна поднять то же количество петель, сколько петель я подняла вот вдоль одной боковой линии этого мыска, то есть 19. И вот я эти петли сейчас буду поднимать. Вот первая петля, вторая, третья, четвертая и так далее. Итак, я подняла 18 петель, и вот здесь, допустим, за вот эту стеночку петли я поднимаю 19 петлю. То есть вдоль второй боковой линии мыска я также подняла 19 петель. Далее лицевыми петлями я сейчас провяжу петли второй боковой части. И это мы, получается, во-первых, подняли петли и провязали, получается, первый ряд подъема. Сейчас вот кромочную петлю провязываю изнаночное вязание, разворачиваю на изнаночную сторону, и теперь с изнаночной стороны первую петлю я снимаю, и дальше все остальные петли до конца ряда я должна провязать лицевыми.
То есть подъем мы с вами сейчас будем вязать платочной вязкой. И все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми. И таким образом у нас сейчас при провязывании будут образовываться платочные дорожки. Одна платочная дорожка равняется 2 провязанным рядам. И в моем случае этот подъем я сейчас буду вывязывать из 5 платочных дорожек или 10 провязанных рядов. По распределению цветов 2 платочных дорожки или 4 ряда я провяжу сейчас вот темным коричневым цветом, после чего я возьму нить от моточка светлого цвета и светлым цветом этот подъем я также провяжу 4 ряда и получу 2 платочных дорожки, после чего нить светлого этого цвета мы можем обрезать, но обрезаем эту нить подлиннее, так как этой нитью мы будем в конце сшивать длину шва. Дальше сбоку поднимаем нить коричневого цвета и коричневым цветом здесь у меня провязана еще одна платочная дорожка или 2 ряда. То есть высоту этого подъема сейчас провяжите самостоятельно после того, как подъем у нас будет провязан вот здесь 5 платочных дорожек. Если у вас нога широкая, можете провязать этих платочных дорожек больше. Дальше я подключусь и вместе с вами мы приступим к вязанию подошвы. Итак, я провязала подъем 5 платочных дорожек. И теперь мы с вами будем приступать к вязанию подошвы. Единственное, сначала давайте измерим ширину нашей детали вот именно на мыске. То есть это одна часть подъема, мысок и вторая часть подъема. Ширина равна, ну, где-то 11 сантиметров. На спицах у меня всего расположено 79 петель. Вязать подошву я сейчас буду начинать из 9 центральных петель, поэтому петли я оставшиеся делю на 2 боковых части. Это получается 35 и 35 петель. И здесь сейчас, смотрите, нить, которой я вязала подъем, я обрывать здесь не буду. Здесь сейчас петли первой боковой части с лицевой стороны я провяжу лицевыми. То есть вот первая кромочная петля, ее я просто снимаю. Далее провязываю петли лицевые и эти петли подсчитываю. Всего на правой спице у нас должно быть расположено, вот получается 35 петель. Итак, я сейчас провязала петли первой боковой части 35 петель. И вот я дошла до центра. Здесь в центре 9 петель будут являться петлями подошвы. Поэтому сейчас я сразу приступаю к вязанию подошвы. Заново веду подсчет. То есть вот первая центральная петля. Ее я провязала лицевой. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 8 лицевая петля. Теперь последнюю 9 в данном случае петлю подошвы я буду провязывать вместе с петлей боковой части. И 2 этих петли с лицевой стороны я сейчас буду провязывать как 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону, с изнаночной стороны. Первую петлю снимаю, далее провязываю петли лицевые. Вторая, третья, четвертая лицевая петля, пятая, шестая, седьмая, 8 лицевая петля. И дальше опять последнюю 9 петлю подошвы я буду провязывать вместе с петлей боковой части. И с изнаночной стороны 2 этих петли я буду провязывать вот как 2 петли вместе лицевой петлей. Вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону. То есть от нашей подошвы мы уже провязали 2 ряда. Начиная с 3-го ряда я буду эту подошву расширять, то есть делать прибавки в лицевом ряду в начале и в конце ряда.
Поэтому лицевая сторона, первую петлю я снимаю, нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И теперь опускаюсь вниз под следующую по порядку петлю, поднимаю протяжку от платочной дорожки, эту протяжку одеваю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. То есть вот в начале ряда я прибавила одну петлю. Далее провязываю сейчас петли лицевые, не довязывая последнюю петлю подошвы. В тот момент, когда мы сделали, смотрите, убавление с одной и с другой стороны, провязав 2 петли вместе, вот это расстояние, оно у нас четко видно, где у нас идут петли подошвы и где идут петли боковых частей. То есть здесь с этой стороны то же самое. То есть вот я сейчас провязала петли подошвы лицевыми петлями до последней петли подошвы. Сейчас перед этой последней петлей в конце лицевого ряда я также должна прибавить одну петлю. Здесь в конце ряда я должна опуститься вниз под последнюю провязанную петлю, поднимаю протяжку от платочной дорожки и поднятую протяжку провязываю лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны я провязываю как 2 петли вместе изнаночной петлей, и вязание я разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких петель мы прибавлять не будем. Здесь просто мы провязываем сейчас петли подошвы лицевыми петлями, и когда у нас остается последняя петля подошвы и дальше идут петли боковых частей, 2 петли в конце ряда изнаночного мы провязываем как 2 петли вместе лицевой петлей. Вязание разворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны я снова сейчас буду делать прибавление петель, то есть первую петлю снимаю, нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. Поднимаю протяжку от платочной дорожки, следующей по порядку петли, и поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Далее провязываю петли все лицевые. И в конце ряда перед последней петлей подошвы, вот она у нас идет, я также должна прибавить одну петлю, то есть опускаюсь вниз под последнюю провязанную петлю, поднимаю протяжку и поднятую протяжку провязываю лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы я сейчас провяжу вместе с петлей боковой части. И 2 этих петли я провяжу как 2 петли вместе изнаночной петлей. И вот ширина подошвы у меня уже равна 13 петлям. Я эту подошву буду сейчас вязать из 15 петель, поэтому я сейчас в начале провяжу вот ряд еще с изнаночной стороны, провязывая все петли лицевые. И последнюю 13 петлю подошвы провяжу вместе с петлей боковой части, вот 2 петли вместе лицевой петлей. И теперь с лицевой стороны я сделаю последнюю прибавку, вот в начале и в конце лицевого ряда. Первую петлю снимаю, поднимаю протяжку от платочной дорожки, поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Далее провязываю петли все лицевые. И в конце ряда перед последней петлей подошвы я также сейчас опущусь вниз под последнюю провязанную петлю, поднимаю протяжку от платочной дорожки, поднятую протяжку провязываю лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части, как 2 петли вместе изнаночной петлей. И все. Ширина моей подошвы равна сейчас 15 петлям. Прибавлять петли я больше не буду. Здесь я сейчас буду вывязывать всю эту длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда одну петлю боковой части. И еще раз, с лицевой стороны последнюю 15 петлю подошвы я буду провязывать вместе с петлей боковой части,
как 2 петли вместе изнаночной петлей. А с изнаночной стороны последнюю 15 петлю подошвы я буду провязывать вместе с петлей боковой части, как 2 петли вместе лицевой петлей. И так мы вяжем всю эту длину подошвы до тех пор, пока в конце у нас с вами должно остаться 6 петель от боковых частей, то есть 6 петель с одной стороны и 6 петель с другой стороны. Итак, я сейчас провязала длину подошвы до тех пор, пока от боковых частей, как я говорила, у меня осталось 6 петель с одной и вот 6 петель с другой стороны. Теперь в конце каждого ряда мы сразу будем убавлять 2 петли, одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. Поэтому я сейчас с лицевой стороны провязала петли подошвы лицевыми петлями, не довязывая до конца ряда вот 3 петель именно подошвы. То есть 3 петли подошвы, 6 петель боковой части. И сейчас получается с лицевой стороны первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И последнюю петлю подошвы я провязываю вместе с петлей боковой части, и 2 этих петли с лицевой стороны я провязываю вместе одной изнаночной петлей. Вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону и с изнаночной стороны. Первую петлю я снимаю, далее провязываю все петли лицевые с изнаночной стороны, не довязывая до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть также должно остаться 6 петель боковой части и вот 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И последнюю петлю подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части 2 петли вместе лицевой петлей, и вязание снова разворачиваю на лицевую сторону. То есть получается теперь мы вяжем петли подошвы вот до конца ряда, не довязывая именно 3 петель этой подошвы. Первую и вторую петлю подошвы провязываем вместе, и петлю подошвы провязываем вместе с петлей боковой части. То есть так мы в конце каждого ряда сразу убавлять будем 2 петельки. Итак, я провязываю последних 2 ряда с лицевой стороны. Вот первую петлю снимаю. Так, дальше получается 1 петля лицевая. И остается 3 петли подошвы. 2 петли провязываю вместе лицевой петлей, и петлю подошвы провязываю вместе с петлей боковой части, как 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязываю последний ряд с изнаночной стороны. Первую петлю вот я снимаю, далее провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, и последних 2 петли, это петля подошвы и петля боковой части, я провязываю вместе также лицевой петлей. И на спицах у меня осталось 3 петли. Первую петлю я снимаю, нить рабочую завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. Петлю возвращаю обратно, и дальше 3 этих петли я сейчас провяжу как 3 петли вместе одной лицевой петлей. Петельку вытаскиваю подлиннее, спицы убираем, нить от моточка обрезаем. Я вот небольшой совсем кончик нити оставила, и теперь в эту нашу петлю вовнутрь я продеваю кончик нити, который обрезала от моточка. Петельку затягиваю. Теперь этот кончик нити я одену в иголку с большим ушком. Теперь прошивать заднюю часть нашего носочка я буду по лицевой стороне. И коричневым цветом я сейчас сошью вот здесь небольшой вот этот уголок. То есть здесь я буду вставлять иголку по лицевой стороне в первую петлю от платочной дорожки. Справа налево сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Дальше у меня пошел вот светлый участок, поэтому вот именно там, где у нас идет темный участок, дополнительно несколькими стежками я соединю 2 края между собой
После чего в иголку с большим ушком я сейчас одену нить светлого цвета. Это та нить, которая осталась от вязания подъема. Все кончики я кладу в изнаночную сторону, и вот нить от вязания подъема я одела вот светлую иголку с большим ушком. И теперь вот оставшуюся часть подъема, там где мы вязали платочную вязку, я прошиваю также, вставляя вот иголку справа налево с лицевой стороны в первую петлю от платочной дорожки. Сначала с одной стороны и дальше с другой стороны. Платочная дорожка и первая петля, вторая платочная светлая вот дорожка и первая петля, иголку вставляю справа налево. Далее темная платочная дорожка и темная платочная дорожка с другой стороны. И вот последняя платочная дорожка с одной и с другой стороны. Все это мы прошили часть подъема, там где мы вязали платочную вязку. Дальше у меня идет вот участок, это там, где мы вязали узор и резинку. Здесь этот участок я буду прошивать, вставляя иголку также справа налево, но в кромочные петли края. То есть в одну кромочную петлю я иголку вставляю и через соседнюю кромочную петлю иголку с нитью вывожу сначала с одной и затем с другой стороны. Вот в одну вставляю через соседнюю кромочную петлю справа налево, иголку с нитью вывожу с одной и дальше с другой стороны. Так мы прошиваем всю длину шва. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы все участки у нас ровно сошлись между собой. То есть узор, темная и темная полоса с другой стороны. Итак, я прошила всю длину шва. Перед тем, как закреплять нить, мы наш шов должны потянуть, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. Далее мы наши носочки выворачиваем на изнаночную сторону, и все кончики, которые здесь у нас есть, мы прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. После того, как по изнаночной стороне мы спрячем кончики, наши носочки будут полностью готовы. Носочки у нас получились теплые, красивые и уютные. И я думаю, дорогие мои, у вас все получилось сейчас связать вместе со мной. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.